Всем привет! В этом видео я буду тестировать видеокарту от Nvidia, а именно 9800 GT на полгигабайта видеопамяти типа DDR3. Во время тестов были установлены последние драйвера с официального сайта Nvidia. Итак, приступим. Первая игра 2021 года, а именно Valheim. Игра запускалась в HD разрешении на минималках. Средний FPS составлял 25 кадров, что в принципе играбельно. Но есть одно но. То, на чем ходит игрок, а также вода, не прогружаются. Такая проблема есть и у игроков на официальном форуме игры, и пока эту проблему не решили. Следующая игра Black Mesa. Игра запускалась на минималках Full HD. Средний FPS составляет 40 кадров. Следующая игра Kingdom New Lands. Игра 2017 года. Игра не имеет настроек графики. Она запускалась в Full HD и показывает стабильные 60 кадров. Следующая игра Ark Survival Evolved. На минималках в HD разрешении средний FPS составлял 25 кадров. Следующая игра Darwin Project. На минималках Full HD средний FPS составляет 30 кадров. При встрече с противником средний FPS опускался до 20 кадров. Следующая игра GTA 5. Full HD на минималках средний FPS колеблется от 20 до 30 кадров. Странно, но в игре была неполная нагрузка на видеокарту. Следующая игра CSGO. Игра запускалась на минималках Full HD. В королевской битве средний FPS составлял 25 кадров. А на карте Dust 2 средний FPS поднялся до 60 кадров. Следующая игра World of Tanks Blitz. Игра запускалась на максимальных настройках графики с низкими тенями. Средний FPS составлял 60 кадров. Дальше обычная версия World of Tanks. Игра запускалась в SD клиенте на средних настройках. Средний FPS составлял 80 кадров. Следующая игра Rust. На минималках в HD показывал в среднем 25 кадров. В этой игре такая же проблема, как и в Valheim. Совсем не прогружается вода. Также деревья прогружаются прямо перед игроком. Следующая игра Spellbreak. В меню эта игра работает, а при заходе в лобби игра вылетает. Также я пробовал запустить Apex, но там требовался DirectX 11. Borderlands 3 и Fortnite такая же проблема. Игра Warframe тоже отказалась запускаться, ссылаясь на то, что игра уже перестала поддерживать DirectX 10. Также я решил пройтись по старым играм. Need for Speed The Run. На минималках Full HD показывает в среднем 25 кадров. Следующая игра Need for Speed Hot Pursuit. На максималках выдает в среднем 60 кадров. Это оригинальная версия, не ремастеред. Следующая игра Need for Speed 2012 года. На минималках Full HD выдает нестабильные 40 кадров. Наконец, последняя игра на тестах Race Driver Grid. Запускалась на максимальных настройках графики. Средний FPS составляет 60 кадров. Что можно сказать по результатам? Эта видеокарта годится только для старых и нетребовательных игр. Если нужна бюджетная видеокарта для игры в доту, CS и танки, то она безусловно подходит. Подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение по этой видеокарте в комментариях. Всем пока!